размеров магистральных вен запрещенного пространства по данным магнитно-резонансной флебографии. Пожалуйста. Спасибо. Глубоко уважаемый президиум, глубоко уважаемые коллеги. Наша жизнь очень сильно поменялась, особенно за последние 5 лет. 5 лет назад произошла революция, которую многие из нас не заметили. Революция это связана с развитием, появлением технологий, искусственного разума, искусственного интеллекта. Мы многие, кажется, что вот это находится где-то мимо нас, но на самом деле мы сталкиваемся с этим ежедневно. В Фейсбуке, Яндексе, поиске, все это основано на нейронной сети. И робот уже заменил человека в тех производствах, где нужна грубая физическая сила. Потихонечку он заменяет человека там, где нужен интеллект. Вот эта вот картина перед вами, это нарисовал не художник, эту картину нарисовала нейронная сеть, коллеги. Вот перед вами вы видите доктора, вот он смотрит на картинку, да, на рентгеновскую картинку. Вот как вы думаете, ему понятно все? Судя по лицу, ему все понятно. А что там непонятно? Посмотрел на рентгеновский снимок, и все понятно, что там и как. Если вы у доктора спросите, а как ты понял, где вот вправо, влево, размеры какие-то, что там темнее, светлее, он начнет объяснять как-то задним умом. Понимаете, вот такому принципу, и на самом деле вы все правильно, диагноз это мы правильно ставим по рентгену. Вот по этому принципу работает нейронная сеть. А в двух словах, чтобы было понятно, представьте себе стеклянную дверь, которая забрызгана грязью. Ну, грязью забрызгана, и как бы так через нее полупрозрачно, но так особо не видите, что за ней происходит. Мимо нее с той стороны прошмыгнула какая-то тень, человек прошел. Вы не видите ни цвета волос, там, ни одежды, ничего не видите. Но вы совершенно четко, точно можете сказать, это прошла моя мама, правильно? Как это человек будет, если вы спросите, как вы это поняли, он начнет объяснять, как задним умом придумывать объяснение, там рост, вес, еще что-нибудь. Но это придумано задним умом. Наша нейронная сеть работает в нашем головном мозге независимо от нас, и решение нам, нашему сознанию дает как бы вот снизу вверх туда. И мы тогда это решение воспринимаем, считаем, что да, вот это так и есть. Если когда спросишь, как ты понял, что там пневмония, ну, мы как-то объясняем. На этом принципе работает интуиция. И вот это вот нейронные сети, которые сейчас разрабатываются, они работают по этому принципу, и возможности фактически в этом деле, коллеги, фантастические. Варикозная болезнь, ну, не только варикозная болезнь, вен очень сильно распространены в популяции, вы знаете. И вот эти вот ситуации с анатомией вен запрещенного пространства, нижняя половина, подвздошная, Мэй-Тернер, они тоже очень часто встречаются. Вот так называемый синдром Мэй-Тернер, он практически 80% людей, вот если всех вот сейчас вот взять, посмотреть, до 80% мы что-то такое найдем. Если у этого человека случайным образом будет варикоз, кто-то обязательно скажет, это синдром Мэй-Тернера, и надо его стентировать, и, может быть, даже кого-то и застентировать. Как понять, где истина, где правда? Здесь нам может помочь либо наш собственный интеллект, а если нашего собственного интеллекта не хватает, вот мы поставили задачу создать искусственный интеллект, чтобы он нас немножко в этом деле заменил. Идея была такая, ну, идея есть, остается создать такой сервис, ну, грубо говоря, такой сайт где-то в интернете, куда врачи могут загружать данные о пациенте, МРТ, данные там клиники, там, анамнеза, катамнеза и всего остального. Вот. И вот эта нейронная сеть это все дело съест и выдаст какой-то результат, что там у этого человека хорошо, то есть подскажет нам, в качестве такого как бы подсказателя. Для этого надо решить, конечно, очень много математических задач. Вот. Но самое интересное, что мы не одиноки, очень много разных исследовательских компаний в разных странах мира работают, в том числе вот в Израиле есть группа, которая примерно тоже делает для изучения рака головного мозга. Дело в том, что нейрохирургия, когда рак, ну, логические заболевания головного мозга, там нейрохирургия такая достаточно тонкая специальность, надо аккуратно, миллиметр вправо, миллиметр влево нежелательно. Поэтому именно там важно строить эти модели. Они добились достаточно больших успехов с помощью нейросетей, которые распознают опухоли в том числе. Если бы вены были трубками, ну то, что Роман Александрович не рассказывал, Роман Александрович здесь, вот, если бы вены были трубками, было все просто, да, но что инженер-то все это рассчитывает. Вот. Но вена это далеко не трубки, это такая достаточно сложная фотосинтетическая система, и к ней можно подходить совершенно с обычной геометрией, к ней подходить невозможно. Единственное, с чем можно к ней подойти нормально, все это дело изучать, это с помощью фрактальной геометрии. И мы создали такой научный коллектив, который включает в себя 3 профессора, 1 хирург, специалист по МРТ и специалист по физико-математических науках, доценты, инженеры, группа студентов. Все студенты, к сожалению, не уместились. Вот. Ну, такая большая компания, чтобы вы поняли, с разных городов, которые занимаются такой интересной большой работой. Сделали такой алгоритм, разработали. Сначала результаты МРТ загружаются в систему, разработанную программу,
аппроксимируются границы вен, чтобы понять, это вид вена, это не вена. Это достаточно сложно тоже математически отделить на МРТ, где она вена, где она не вена. Создается 3D-реконструкция, строится фрактальное дерево, то есть мы можем всю эту сеть построить. Дальше валидизируется с данными пациента реально, ну действительно, может он что-то построил, а больного по-другому. Запуская виртуальную кровь, любую кровь можем по этим сосудам запустить. И дальше оцениваем гемодинамику вот уже на этом аватаре. Грубо говоря, создаем этого аватара человека, и на нем все это дело оцениваем. И в конечном итоге вот этот самый главный результат, чтобы на этом аватаре уже пытаться все эти операции делать. Застентировать, посмотреть, что получится. Там посмотреть, перевязать, получится или получится. Ну, чтобы не человек это делать, а на чем-то таком вот виртуальном. Результаты 3 измерений флебографии загружали в специальную такую вот компьютерную программу, которую наши программисты разработали. Вот алгоритм такой они попросили обязательно показать. И вот эти формулы, это не я, они математики попросили, чтобы я вам обязательно показал. Такие серьезные формулы. Вот таким вот образом строится так называемый сплайн от точки к точке. То есть эта программа, она на срезах сама отделяет вену от невены. Таким вот образом строит это дело. Дальше строится, ну, так вот грубо, да, и так более гладко, чтобы вы поняли, как строится вот эта вот 3D-модель. Вот. Теперь, после этого, я одеваю шлем дополненной реальности, коллеги. Самое главное, теперь смотрите, вот она, это реальная нижняя половина с итогами, построена на основе МРТ флебографии конкретного реального пациента. То есть это вот сосуды реального пациента. Мы вот на этом аватаре, это аватар вен пациента. Мы на нем можем, будучи и отыграть различные варианты операций, мы можем запустить по нему какую-нибудь жидкость, любую виртуальную, хоть кровь, хоть воду. Мы можем придать различные условия, например, гравитацию или еще что-нибудь. Человек лежит, человек стоит, человек натужился, человек вдохнул, выдохнул. В общем, все, что мы захотим, все можем с этим аватаром делать. И в дальнейшем мы, как я вчера уже рассказывал, по принципу работы фрактальной сети, мы будем дальше растить эти сосуды. И, в принципе, мы можем создать аватар всего венозного сосуда, сосудистого венозного древа человека. Хотя формула не универсальная, как вы понимаете, она все универсальная, это и для артерии можно сделать для всего угодно. Вот что мы получили в конечном итоге. Это модель, когда мы запустили виртуальную жидкость, которая по своим свойствам была как кровь, то есть содержала эритроциты, виртуальные лейкоциты. Вот она как течет. И оказалось, коллеги, с большим удивлением для себя мы обнаружили, никогда не поверите, роль лейкоцитов. Вот. Возле препятствия крови, которое мы сымитировали, это синдром Тернера, или дрон какой-то препятствие. Вот. И оказалось, что лейкоциты, эти виртуальные лейкоциты, они катаются как Владимир Юрьевич любит рассказать много еще, и другие коллеги. Вот. А кто его знает, а может быть действительно в этом причина варикоза, а? Вот. Одним словом, будущее принадлежит разуму искусству, наверное. Нашего уже не хватает. Большое спасибо за внимание. Спасибо, Константин Витальевич. Пожалуйста, коллеги, вопросы. Нет вопросов? Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, будущее принадлежит искусственному разуму, а где вы себя видите рядом с этим искусственным разумом? Я не дожил до этого. Скажите, а какой вот критерий достаточности выборки, чтобы искусственная нейронная сеть начала давать какие-то корректные результаты? Спасибо большое, это очень важный момент, как раз хотел вот это дело и подчеркнуть. Чем больше ей дать этой нейронной сети, тем она лучше обучится. У нас сейчас имеется 411, там, по-моему, результатов, ну больше где-то под 500, наверное, уже. Результатов, это если посчитать по срезам, в каждом результате там больше 100 срезов. Вот. Ну, в общем, надо, что тысячи, десятки тысяч, чем больше, тем лучше. Поэтому предлагаю всем вступайте в нашу тусовку, у нас весело, интересно, коллектив молодой, задорный. Адреса электронные мы, наверное, можем найти где-то в интернете на сайте. Присылайте эти данные МРТ, давайте вместе будем кормить нейронную сеть, мы ее обучим и создадим, конечно, итоге такого терминатора технологического. Спасибо. Пожалуйста, Николай Георгиевич. Еще вопрос. Вот принцип обработки изображений при МСКТ-ангиографии, он примерно такой же, что вы изобразили здесь. Ваши математики не говорят об этом? То есть не проводили сопоставление вот математических подходов к оценке изображений при МСКТ-ангиографии? Там тоже много точек, именно преобразование Фурье и все остальное. И МР-ангиографии. Спасибо. В мозги томографа компьютерного пока мы не залазили, как бы нам компания-производитель не позволяет. Вот тут, ну, мы же по своему пути идем. Мы вот показываем фотографию ноги и МРТ. Мы
мы идем по своему пути. То есть, свой путь? Ну, мне кажется, что-то проще гораздо. Я не знаю, мне кажется, это проще. Мне кажется, что проще. Надо что-то просто простое что-то сделать. Пожалуйста, еще вопрос. Спасибо большое за доклад. Скажите, пожалуйста, вы на этом этапе продумаете какие-то алгоритмы защиты от этой нейронной сети? В смысле, не съест ли она нас? Ну да, в конечном итоге все подключится, объединится и начнет поглощать нас. В вашем случае она начнет давать какие-то Да, я абсолютно согласен, что обязательно она нас сожрет рано или поздно, но я думаю, что наше поколение до этого не доживет. Поэтому это пусть у меня сын учится Обама, кинопрограммиста, пусть он думает. Спасибо. Спасибо, Константин Витальевич. И у нас